Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Garnish Life. Наверное, вы помните мой BTG-генератор на постоянных магнитах вот на дальнем плане. Если нет, посмотрите в профиле. А вот наша новая малышка, и у меня к вам вопрос будет. Сначала я расскажу, что это такое. Это статор, это его ротор. Статор имеет в своей окружности 5000 магнитов. Магниты выглядят вот так вот. И даже посмотрите, как это все на самом деле очень... Господи. Смотрите, как он внутри себя ведет. Диаметр тут большой, порядком, наверное, 40 сантиметров, 400 миллиметров. Но, блин, он просто, смотрите, как он себя ведет. Он просто непослушный. Потому что магнитное поле довольно большое, и он очень-очень... Вот видите, как он себя тут чувствует. Смотрите, вот он поскакивает. Вот. То есть вот он практически... Все здесь, вся окружность — это огромное такое магнитное поле. Так вот, друзья, вопрос. Что будет, если я поднесу компас к центру и к окружностям нашего генератора? И что будет, если я поднесу... Кстати, смотрите, даже камера чуть видоизменилась. Ярче как-то стало светить. И что будет, если я поднесу туда компас на айфоне? Думайте, друзья, а я сейчас подробно расскажу, что это такое, с чем это едят, принцип его работы и непосредственно подробности эксперимента, который я с ним провожу. Привет, друзья, и добро пожаловать на канал Garnish Life. Меня зовут Игорь, я увлекаюсь водородными разработками. И это, друзья, выпуск про наш BTG. Наверное, вы помните прошлую версию, если что, можно найти в профиле видео с ним. И, учитывая все предыдущие ошибки, как я говорил ранее, я решил напечатать более обновленную, модернизированную версию. Сзади меня статор, я в него уже поставил 5000 магнитов, вот у нас ротор. В ротор надо будет поставить, ротор надо укомплектовать порядком 4000 магнитов, ну также близко к 5. И попробовать совместить эту конструкцию и посмотреть, что будет. Не говорю, что это заработает, но я вам расскажу про особенности, которые я непосредственно пытался учитывать при создании. То есть основная задача какая у нас, я вам это все сейчас подробненько все нарисую. Вот, потому что пока магнитов нету. На ротор непосредственно показывать пока нечего. И да, друзья, помогли мне это сделать ребята из 3D Bus. Это крутые ребята, у них очень мощная база производственная, они мне быстренько все это напечатали, потому что это действительно большие, мощные конструкции, и напечатать такие не каждый может на 3D принтере, тем более быстро и тем более качественно. В общем, ребята, это нисколько не реклама, но если вдруг вам нужно что-то напечатать, идите в 3D Bus. Под видео оставлю ссылочку на них. И если вдруг будете что-то заказывать, скажите, что от меня там привет. В общем, друзья, значит, это один из двух проектов основных, которые я планирую в этом году и в следующем непосредственно реализовать. Основные мои проекты, связанные с автономными источниками энергии. Как я говорил, сейчас я детально вам нарисую, как я вижу принцип работы. Вы, конечно, там можете похейтить, сказать, что ничего не получится и так далее. Но я считаю, что попробовать надо, попробовать стоит, а там уже посмотрим. И отрицательный результат тоже результат. Тем более там очень много тонкостей я учитывал при разработке этой конструкции. Второй момент, второй проект, я его чуть позже покажу. Это, ну, я этого нигде не встречал. Идею я, как это правильно сказать-то, вынашивал, спал, ел, жил с ней более года и понял, что нужно ее реализовать и показать этому миру. Принцип такой, что мы будем производить водород, используя ба-ба-ба-бам, гравитацию. Да, вам не послышалось. Я считаю, что это тот процесс, гравитация, который
Ну, везде есть. И значит, если мы заставим наш газ производиться непосредственно гравитацией, то мы сможем либо как минимум удешевить производство водорода, а как максимум получать его как продукт, побочный продукт. Вот. Ну, в общем, короче, это я сейчас забежал вперед, это может быть информация и пока ни туда, ни сюда, но очень хотелось все-таки как-то вам сказать, что вот эти два основных проекта я хочу непосредственно реализовать. И посмотрим, что будет по факту. Я предлагаю, хватит разговаривать. Давайте я вам нарисую, обрисую и объясню схематично, как данный БТГ, на мой взгляд, должен работать. А если вы считаете, что он не должен работать, и я где-то ошибся, пишите в комментарии. Ну, либо мне на почту, вот она вот здесь появится где-то, или уже появилась. В общем, пишите, друзья, на почту, я всегда отвечаю, со всеми общаюсь. И давайте разбирать наш БТГ. Как я вам ранее сказал, у нас интересная особенность выполнения данного БТГ. Все отверстия у нас выполнены под углом и в роторе, и в статоре. Для того, причем с определенным шагом в каждом ряду. Вы это видите, да? И самое интересное, у нас в боковинках то же самое. Под углом это все выполнено. И, друзья, если, ну, то есть здесь уже все магниты закрыты, они там внутри расположены. Почему они закрыты? Почему они так закрыты? Потому что это очень интересный момент, я его сейчас вам нарисую. Но, смотрите, у нас получается, чтобы не было мертвой точки, чтобы ротор у нас непосредственно вращался, у нас мертвую точку убирает вот боковинки. Тут то же самое, и здесь в крышке и с обратной стороны аналогично. То есть я максимально попытался сделать единое магнитное поле, но вы скажете, типа, дружище, а что, оно у тебя не может работать, потому что, ну, это закон сохранения энергии. Но вы не забывайте, друзья, сейчас я вам покажу, магниты, они же заряжены энергией. И они способны уже отдавать, то есть как аккумулятор. Просто мы не умеем, люди еще не умеют снимать энергию с магнитов. Вот. Видите, он как. То есть прямо огромное магнитное такое поле, просто невероятное. Он плавает, причем я сейчас покажу вам уровень. То есть вот, то есть он, видите, плавает на поверхности сантиметров где-то 5 еще. Хотя магниты последние установлены вот по эту. То есть вот. Вот они ниже. Вот он магнитит. То есть вот такая тема. Давайте зарисую схемку. Я художник так себе, поэтому извините. Есть у нас, значит, статор и есть у нас ротор. В нем мы делаем отверстия. Они у нас все под углом. И здесь аналогично. Повторюсь, я художник так себе, поэтому извиняйте. Но это не важно. Значит, у нас здесь стоят набранные магниты. Вот они прям набранные. И у нас они не касаются задней части. То есть вот они вот таким образом набраны. И здесь аналогично. Но здесь у нас пустое пространство. И здесь тоже. И здесь аналогично. Пустое пространство, пустое пространство. То есть здесь все в магнитах, и здесь все в магнитах. А здесь вот пустое пространство. Как я этого добился, вы извините, это мой небольшой секрет будет. Но суть в чем? Магниты у нас вот в этом месте, они активные. И когда они встречаются, магниты ротора и статора, то на них действует сила, если у них одинаковые полюса, который их отталкивает. И они непосредственно начинают давить на центр. Ну, точнее, из-за того, что у нас под углом, они в сторону давят. И это, в свою очередь, заставляет ротор менять положение относительно статора. И еще один небольшой момент.
тоже мое ноу-хау. Между ротором и статором у нас есть материал пермовой, который непосредственно изолирует все возможные точки, кроме вот этих вот. То есть только вот окружность. Сейчас вот я вам покажу. Блин, как гаджеты рядом с таким магнитным полем себя ведут. Тускнеет, не тускнеет камера. В общем, только на окружность у нас, ну да, действительно, как-то прямо яркость скачет из-за магнитного поля. Тускнеет у нас, хрен бы с ним, что тускнеет. Значит, друзья, окружность у нас только будет изолирована от пермовое. А все остальное будет в пермовое, чтобы максимально точечно заставить работать именно эти участки. Вот, друзья, вот так вот это еще раз выглядит. Блин, невероятно, как камера начинает себя вести. Она никогда так себя не вела. Очень даже подозрительно. Вот, друзья, вот такая вот идея. И тут у нас предусмотрен шаг. Причем шаг рассчитан таким образом, чтобы перекрывать мертвые зоны. Вот. Вся эта конструкция весит порядком 20 килограмм. Блин, я честно, я сам удивлен. Я смотрю в камеру, а тут все прям очень невероятно. В общем, друзья, вот такая штучка у нас получается. Небольшой выпуск. Непосредственно поделиться движниками своими текущими делами. Вот. Пишите в комментариях, что так, что не так, где я ошибся, а где скажете, что может быть твоя эта штука заработает. И мы сможем строить корабли, которые будут бороздить просторы Вселенной на этих генераторах с такими интересными роторами. В общем, друзья, вот такая коротенькая зарисовочка. Так, друзья, видите, вроде компас не врет, и на телефоне тоже. Берем наш компас и подносим. В сторону у нас приблизительно будет север. Смотрите, он. То есть он прям следует. Сейчас расфокусируемся. Так, там у нас снизу тоже магниты. В общем, он непосредственно не может нормально показать север. Реально камера тоже страдает от магнитного поля. Так же, как и компас. Давайте теперь возьмем компас с телефона. Получается, что он работает. Звуки какие-то трески издает. Но вроде все нормально. Это, наверное, его родные превращения. С айфоном ничего не случилось. А обычный компас не может уже показывать. Видите? Так же, как и камера. Вот такой вот коротенький выпуск. Ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я очень рад, что у вас становится больше. Значит, вместе мы с вами что-то интересное создадим. Пока-пока.